Поляки берут в руки оружие, гражданские готовятся к чрезвычайной ситуации, говорят о войне, которая может перекинуться на их страну или страны Балтии. Какая точка может стать горячей? Цель Трампа – разграбить ресурсы Украины. Западная пресса пишет, что американский президент показал истинное лицо, однако в отношениях с Путиным может оступиться. Почему? Президент Финляндии заговорил о подчинении Путина. Какими методами? Масштабные протесты в США и Европе. Почему инфоповоды разные? Покажем, что происходило в Америке, Германии, Франции и Испании. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. В Украине первая девушка подписала контракт с Минобороны 1824. Ею стала 21-летняя Вероника, которая присоединилась к 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Девушка получила медобразование, собирается отправиться на фронт, а после окончания одного контракта подписать еще и второй, позывной «Ляля». Когда этот контракт закончится, я планирую подписать его еще раз. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! В Минобороны Украины заявляют о молодежи, которая берет в руки оружие. Контрактники получают до 24 тысяч долларов. Выплата этой суммы происходит 3 частями. Накануне новобранцы по всей Украине приняли присягу и официально стали частью ВСУ. Среди них студенты, медики, айтишники в возрасте от 18 до 24 лет, сообщают в Украине. Помимо 1 миллиона гривен, молодежи, которая захочет заключить контракт, обещают льготную ипотеку и аренду жилья, освобождение от мобилизации на год после контракта. Кроме того, с оружием в руках проводят выходные и поляки. Там проходит кампания «Тренируйся вместе с армией». Гражданские проходят военные тренировки. В рамках этой кампании полякам рассказывают, как пользоваться оружием и выжить в случае чрезвычайной ситуации. Нарастает тревога и ощущение опасности где-то рядом, особенно потому, что политическая ситуация очень нестабильная. Неизвестно, что будет дальше, разовьется ли это, перекинется ли этот конфликт в Украине на территорию Польши или НАТО. Даже если это будет не Польша, а страны Балтии, то Польша тоже будет вовлечена во все это. Напомню, что западные спецслужбы постоянно предупреждают о возможной войне России и НАТО. Одной из точек, где может вспыхнуть новая война, может стать Сувалкский коридор. Территория между Польшей, Литвой, Белоруссией и Калининградской областью. Кроме того, одна из стран Балтии, по мнению аналитиков, также может стать лакомым куском. В России тем временем уверяют, что и в мыслях нет нападать на этом направлении. В то же время обвиняют граждан Латвии, Литвы и Эстонии в русофобии. Как вы знаете, наиболее яркие проявления русофобии имеют место именно в странах Прибалтики. Собственно говоря, там и ранее практиковались такие подходы сегрегационные представителям национальных меньшинств. И, конечно, к сожалению, особенно к русским на данном этапе. Хотя исторически в годы Второй мировой войны там страшно преследовались до уровня просто резни. Например, представители других национальностей, евреи. Вот теперь не место в прибалтийских странах русским, как они считают. Трамп показал свое истинное лицо. Теперь все стало ясно. Его последние слова и действия говорят об одном. Он пытается разграбить ресурсы Украины и заставить жертву войны выплатить своего рода репарации третьей стороне, Соединенным Штатам. Так о тактике Белого дома пишет аналитик CNN Стивен Коллинсон. В своем материале он вспоминает недавнюю поездку в Вашингтон представителя Путина Дмитриева. США даже сняли с него санкции, чтобы он мог спокойно прилететь. Коллинсон пишет следующее. Кирилл Дмитриев, финансист президента России, возглавляющий Фонд национального благосостояния страны. Это был первый визит российского чиновника в столицу США после вторжения Путина в Украину 3 года назад. И это стало последним признаком того, что президент Дональд Трамп мечтает о новых деловых отношениях США с Россией, даже несмотря на то, что он начинает торговую войну против более богатых и диверсифицированных экономик союзников США. Кроме того, автор уточняет, что Трамп может оступиться. Но становится очевидным,
что Трамп не так хорошо знает Путина, как ему кажется. Лихорадочная и бесплодная дипломатия администрации по Украине ясно показала, что российский лидер делает то, что Москва делает всегда. Говорит и воюет одновременно, затягивая мирный процесс, чтобы укрепить позиции России на поле боя. А вот уже Вашингтон-Пост пишет, что Трамп, похоже, видит, что Путин хочет завоеваний, а не мира. Это была цитата. Вводя вторичные санкции на покупателей российской нефти и газа, президент США мог бы подтолкнуть Москву к прекращению огня, уточняет издание. Президент Дональд Трамп, возможно, наконец-то запозданием осознат то, что большинство наблюдателей знали уже более 3 лет. Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года было наглой попыткой захватить территорию и свергнуть суверенное правительство. Президент Владимир Путин не хочет никаких мирных соглашений, которые не закрепляли бы его незаконный захват земель. Зеленский, напомню, неоднократно заявлял о том, что Украина никогда не признает украинские земли российскими, но готов делать все, чтобы вернуть эти территории не военным путем, а дипломатическим. Сейчас же в Украине на повестке дня гарантии безопасности, послевоенные. Обсуждается, среди прочего, как вы помните, размещение иностранного контингента. В то же время изменилась риторика президента Финляндии. Он заявил, что дискутировать о миротворцах в Украине стоит тогда, когда на территории Украины утихнут боевые действия. Что именно могло бы заставить Путина согласиться на перемирие? Санкции и американское лидерство – это единственное, что работает. Путин уважает силу, он боится силы. Покажи ему силу, и он подчинится. Готовы ли вы отправить финские войска в Украину? Я должен сказать, что присутствие наземных войск из Европы, от 20 тысяч до, возможно, 60 тысяч солдат, не принесет решающего изменения. Это превратилось в своего рода символическую дискуссию, которая, на мой взгляд, полностью уводит от главного. Есть множество других способов помочь Украине, и отправка наземных войск для нас сейчас не рассматривается. Итак, что думаете о тактике Трампа, о которой пишет западная пресса? Согласны ли с формулировками и чего ожидаете от действий администрации Трампа? Ну и, конечно же, вопрос о завершении войны. Верите ли вы, что на Пасху бои утихнут? Осталось всего 2 недели. Америка бунтует. О масштабных протестах, которые охватили Штаты, а также о антитрамповских протестах в Европе пишет вся мировая пресса. Новый старый президент США поднял всех на уши. Им недовольны и просят на выход, при этом прихватив с собой Илона Маска. Тысячи людей, которые являются участниками движения «Hands off» — «Руки прочь», недовольны политикой новой администрации Белого дома. И подобные митинги стали крупнейшим проявлением гражданского недовольства с того момента, как Трамп во 2-й раз переступил порог овального кабинета. Всего 1200 акций по всей Америке, от Нью-Йорка и Чикаго до Лос-Анджелеса и Майами. Центральным событием стал митинг в Вашингтоне, где десятки тысяч людей собрались на Национальной аллее. Людям не нравятся радикальные реформы администрации Трампа, среди которых сокращение социальных программ, ужесточение миграционной политики и масштабная реорганизация федеральных ведомств. Ветераны несли флаг. Трамп обнимает флаг, потому что он уклонился от призыва. Этот человек ненавидит ветеранов. Он делает все возможное, чтобы разрушить администрацию по делам ветеранов. Это команда дураков, которую он назначил в свой кабинет, обсуждающая авиаудары по незащищенным линиям связи, просто кучка клоунов. Это клоунское шоу. Это катастрофа для Соединенных Штатов. Коллективная безопасность — единственный путь сейчас. И все, что он делает, чтобы ослабить НАТО, ослабляет и США. Мы будем сожалеть об этом очень долго. Отдельное возмущение вызвала деятельность Илона Маска, который возглавляет новый департамент эффективности правительства. Маска обвиняют в попытках демонтажа государственных структур и сборе персональных данных граждан. Как я уже сказал, такие же акции прошли и в странах Европы. На улицы вышли и европейцы, и американцы. Во Франции, Германии и других странах. Давайте послушаем, что говорили люди на улицах Берлина.
Правительство Трампа ведет США буквально к Германии 30-х годов прошлого века. Все настолько просто. Он атакует прессу. Он нападает на университеты. Он пытается диктовать людям, чему учить их детей в школах. Он забирает деньги из фондов социального обеспечения и медицинской помощи. Люди будут голодать, будут болеть и не смогут получить медицинскую помощь. Он разрушает правовые процедуры, игнорирует закон. Он похищает легальных жителей прямо на улицах и депортирует их без всякого судебного разбирательства, без решения судьи, при этом признавая, что эти люди не нарушали закон. Участники акции требовали сохранения соцгарантий, защиты прав иммигрантов и прекращения разрушения государственных институтов. Протестующие держали плакаты с лозунгами «Нет депортациям», «Маск не выбирался» и «Защитим демократию». В целом акции прошли мирно. По разным оценкам количество протестующих превысило 1 миллион. Отмечу, конечно, что это не все американцы, и есть миллионы тех, кому нравится политика Трампа. Благодаря своим фанатам и жесткой риторике он и был избран 47-м президентом Америки. Не менее масштабные протесты охватили солнечную Испанию, но там думают не о Маске и Трампе, а о личном комфорте. В 40 городах страны испанцы решили громко заявить: жилье стало роскошью. Главное требование митингующих – вернуть людям право на нормальную жизнь, а не на выживание в бетонных коробках за баснословные деньги. За последние 10 лет аренда в стране взлетела в 2 раза, цены на покупку жилья на 44%, зарплаты так быстро не растут. После пандемии предложение по квартирам упало вдвое, а на оставшиеся квадратные метры охотятся туристы и арендаторы Airbnb. Протестующие требовали снизить цены на аренду минимум на 50%, запретить выселение уязвимых семей, остановить превращение городов в сплошные туристические зоны. Правительство Испании пытается лавировать между доходами от туризма и социальным недовольством, но протестующие настроены серьезно. Они обещают, что это только начало новой волны митингов по всей стране. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи!